Всем привет, меня зовут Юлия Гендина, и вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. И сегодня у нас с вами необычное видео. Мы сидим у компьютера без крючков, без спиц и без пряжи, потому что сегодня в этом видео я хочу с вами побродить по многочисленным нашим с вами чатам, показать вам, что вы можете вязать в любой момент времени, потому что чаты не закрываются, посмотреть, что вяжут другие, чтобы вам было проще сориентироваться. Сразу скажу, что в описании к этому видео вы найдете ссылку на моего бота-помощника. Этот бот с легкостью вас сориентирует по всем чатам и быстро даст вам ссылку на нужный. Итак, давайте посмотрим, что же есть. Ну, во-первых, вы, наверное, знаете, что у меня есть канал, телеграм-канал, в котором вы можете узнавать все самое новое и интересное, что происходит в моих рукодельных делах. Здесь и схемы, вот видите, разные схемы, и объявления, и ссылки на YouTube, обучающие видео, все, чем я занимаюсь, вот можно все здесь увидеть и посмотреть. Поэтому, если вы еще не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь. Опять же, ссылку вы найдете в описании к этому видео. Что такое чаты? У меня сейчас открыто 25, 25 бесплатных чатов. Вот здесь у меня они перечислены были, и то и не все, в которых можно вязать самые разные вещи. Давайте посмотрим, какие. Ну, начнем мы, наверное, с общего канала, который называется «Самый нескучный в мире плед». В этом чате мы обсуждаем мозаичное вязание крючком. Здесь у нас 5, по-моему, тысяч уже подписчиков, и мы показываем свои работы, задаем вопросы, делимся какими-то сомнениями, хвастаемся успехами. Если вам нравится мозаичное вязание крючком, вы хотите узнавать больше и про пряжу, и про саму технику, и про разные ее воплощения, то, пожалуйста, вступайте в этот чат. В этом чате есть темы. Что такое темы? Вот здесь вот вы слева их можете видеть. Это тематические такие подчаты, в которых вы можете в каком-то задавать вопросы. Он так и называется «Мне только спросить». И здесь задают вопросы и отвечают на них. Есть специальная тема пряжа, в которой обсуждается пряжа, из которой вы вяжете. И сразу можно показать и работы из этой пряжи, и обсудить, как ухаживать за изделиями из этой пряжи, как их сматывать и так далее, и так далее. Есть, например, тема «Смотрите, что у меня». Здесь мы показываем результаты, ну или процесс. Хвастаемся, обсуждаем, хвалим друг друга. В общем, это такая тема, в которой можно что-то показать или посмотреть. Есть отдельная тема «Инструменты». Как можно догадаться, здесь обсуждаются разные типы и крючков, и спиц, и всего, и разных других приспособлений. Есть еще очень приятная тема, которая называется вот так вот. Здесь мы просто разговариваем обо всем, не обязательно про вязание. Очень полезная тема схемы. Здесь можно найти схемы сразу в PDF. Смотрите, какая красивая штука. Это схема мозаичного вязания для ковра или для пледа. Выкладывают их разные мастера. В данном случае это схема Елены Шишкиной. Что удобно, что в каждой такой теме можно в нее зайти и увидеть во вкладке «Медиа» фотографии из этого чата, а во вкладке «Файлы» можно увидеть, соответственно, схемы в PDF. Очень удобно сюда зайти и сразу себе нужную схему забрать. Все мастера, спасибо им большое, выкладывают здесь эти схемы абсолютно бесплатно, чтобы вы могли по ним вязать, пользоваться. Потом только нужно указывать автора схемы обязательно. Ну, просто потому что мы уважаем труд. И есть еще тема, которая называется «Весь чат». Здесь все сваливается из всех подтем. Повторю, это мы с вами смотрим чат, который называется «Самый нескучный плед». Он, в принципе, посвящен мозаичному вязанию крючком. Есть дальше тематические чаты. Давайте посмотрим на них. Вот, например, прям первый у меня по списку кубы, мозаика крючком. Кубы – это вот такой вот геометрический объемный узор. Сейчас мы посмотрим на готовые изделия. Вот, например, который и по диагонали, и по вертикали образует такую вот интересную многогранную 3D форму. Очень клевый проект, это вафельная мозаика. Сейчас мы, вот, например, еще вариант.
Что удобно в этих чатах, что можно в медиа сразу посмотреть не только на реализацию проекта, но и на цветовое решение, на выбор пряжи посмотреть. Вот, например, тоже. Прекрасно. Это кубы, повторю. То есть вы можете зайти в этот чат, посмотреть на работы, определиться с цветом, с фактурой полотна, с размерами и приступить к вязанию своего такого кубического пледа или ковра. Вы спросите меня, где же взять схему и всю информацию. В каждом чате есть закрепленное сообщение, вот оно. На него мы нажимаем и видим. Я обычно пишу всю информацию, а также даю ссылку на схему. Если вдруг вы заходите в чат, а закрепленного сообщения нет, то либо нужно отмотать в начало чата, либо посмотреть схему, она есть в медиа, в данном случае не в медиа, а в файлах, вот они, либо написать мне личное сообщение. Посмотрим дальше, что у нас здесь еще есть. Мозаичная плитка. Ну, про мозаичную плитку, я думаю, вы в курсе, что это такое. Это наш с вами многоэтапный, ну, а точнее пятиэтапный проект. Вязание из центра. Мы вяжем квадратное полотно, хотя, забегая вперед, оно может быть прямоугольным. Идея в том, что такой плед или ковер вяжется из центра с помощью вот таких вот квадратных элементов по каждой из двух сторон. И квадратные эти элементы нарисованы мною таким образом, что их можно менять местами. То есть вот эти, например, маленькие квадратики, они с таким же успехом могут располагаться и здесь, например, да, и в другом ряду. То есть вы можете по своему усмотрению выбирать эти квадратики и составлять единое полотно уже своего дизайна. Вот здесь вот хорошо будет видно. То есть сами вот эти квадратные элементы, они разного размера. Здесь вот этот квадратный элемент побольше, здесь поменьше. Но идея в том, что, например, если вам нравятся вот эти элементы, вы можете их поместить сюда, да, вот уже в этом ряду. А эти квадратные, например, вот в этом ряду. А здесь побольше, которые квадратные элементы, вы можете их чередовать, например, с вот этими. То есть я вам даю не только готовый дизайн большого квадратного полотна, но и отдельно схемы к маленьким квадратикам разного размера, чтобы вы могли компоновать их как пазл. И в этом интерес. Ну и, как я уже сказала, этот проект делится на 5 этапов. То есть вы сначала попадаете в чат «Бесконечный квадрат», первый этап, получаете схему, как обычно, в закрепленном сообщении, но в этой схеме только первый, собственно, этап. Дальше, когда вы связали, вы либо пишете мне в личное сообщение, я вам высылаю ссылку на следующий этап, либо вы пользуетесь ботом, моим помощником, который вам выдает ссылку на следующий этап. Вот такой вот проект, добро пожаловать. Что дальше у нас? Роза в квадрате. Роза в квадрате — это недавний чат, у него уже вот почти 1000 подписчиков, 1000 участников. Мы здесь с вами вяжем несколько схем разной сложности. Сразу скажу, что этот проект для азартных, чтобы мы понимали, о чем говорим. Вот, например, фрагмент — это роза, то есть она вяжется вот отсюда из центра, и дальше полотно начинает расширяться. Почему роза называется в квадрате? Потому что сам рисунок розы заключен в, ну, такой ромб на самом деле. То есть если повернуть, это будет квадрат, на самом деле это ромб. Вот здесь сейчас я вам покажу сами схемы. То есть вот так вот, например, выглядит роза из центра, классическая, с бордюром здесь по периметру. Это вафельная мозаика. Если вы возьмете нитки потоньше, то будет очень красиво. Вот также можно, например, вязать без бордюра из центра или по прямой, как вам больше нравится. Вот пример с бордюром. То же самое можно вязать из центра и по прямой. В файле, который вы найдете в этом чате, есть разные варианты схем, разные сложности. Если вы пока в мозаичном вязании крючком не такой дока, то рекомендую вам из центра не начинать, а попробовать сначала по прямой. И этот чат называется «Роза в квадрате». Так, Юля, а где чат? Так, потом посмотрим, где чат и какой. Так, что у нас еще интересного? Пулинг. Ну, пулинг – это, конечно, сообщество особых людей, которым очень нравится разгадывать загадки. А если вы не знаете, что такое пулинг, то у меня есть на канале несколько видео про эту технику. Ну, вкратце, это вывязывание таких геометрических ромбовидных узоров из пряжи секционно окрашенной, в которой как бы рисунок сам собой вырисовывается. Ну, сам с собой это
небольшой оговоркой, надо сказать. Все-таки не совсем он сам это делает. Вот, например, да. То есть вот четкие довольно получаются линии. Вот у нас секционно окрашенная пряжа. Есть пряжа, которая больше подходит для этой техники, есть пряжа, которая меньше подходит. Вот, пожалуйста, еще пример. Повторю, что у меня на канале есть видео про пулинг. В этом чате мы собрались для того, чтобы тестировать разную пряжу и пробовать из нее вывязывать все эти прекрасные орнаменты. Видите, вот тут прям люди очень-очень воодушевлены. Как обычно, в закрепленном сообщении есть вся информация, здесь есть ссылки на видео про эту технику и про пряжу. Мы составляем список пряжи, которые точно хорошо подходят. В общем, если вы хотите изучить этот материал, то, пожалуйста, вот у меня как раз фотография подушки, связанной в этой технике. Это что касается чата про пулинг. Что еще? Вот еще для азартных, например, есть чат Барджелла. Интересный очень сам по себе рисунок и по горизонтали, и по вертикали. Интересный объемный эффект. Вот, посмотрите. Если вы готовы, то можно попробовать связать. У меня такого полотна нет, собственноручно связанного. Вот, смотрите, какая красота. Но если вы готовы, вам интересно попробовать, милости просим, повторю, для азартных. То есть, если опыта пока немного, то может показаться сложноватым этот проект. Это Барджелла. Что еще? Ну, конечно, не проходите мимо чата «Цветок из центра». Сейчас я вам покажу работу. Ну вот, известная работа, я вам много раз ее показывала. Вяжем из центра, хотя можно вязать и по прямой. Вот такой вот цветочный рисунок. Получается очень красиво. Можно вязать прямоугольником. Вот связав, да, начав вязать с центральной линии воздушных петель. Видео о том, как вязать прямоугольник из центра, есть также на моем канале. Вот, пожалуйста, такое вот красивое покрывало. Сам по себе орнамент несложный, легко запоминается. Это тот случай, когда можно вязать без схемы уже с какого-то момента. Ну и очень залипательно и интересно, потому что вяжем из центра. На ваших глазах растет рисунок, опять же, зарядка для мозга, когда вы уже сами начинаете понимать, где какие петли надо провязать. Ну и, конечно, если надоест, можно завернуть подушкой такой вот квадрат. И тоже получится очень красиво. Вот у нас тут были эксперименты, смотрите, с подушками. Или вот, например, с переменой цветов. В общем, смотрите, насколько вам хватит пряжи и желания. Чат назывался «Цветок из центра». Если вы любите эффект вложенности, то вас привлечет вот такой вот дизайн вложенного квадрата. Смотрите, какие чудесные полотна можно вывязывать. Тоже эффект, конечно, обалденный, именно вложенных квадратов один в другой. Если подобрать еще вот как здесь секционно окрашенную пряжу, получится вообще вот и здесь, смотрите, очень красиво. Можно, опять же, ограничиться наволочкой для подушки, например, если связать внутренний квадрат. Можно сложить его конвертом, тогда он повернется немного вокруг своей оси, а можно связать вот такой вот наколенный, как я его называю, квадратный плед. Или он может быть ковром, или вы можете связать несколько таких квадратов по прямой, пожалуйста, можно и так. Где-то у нас был этот образец, я помню, вот, во-первых, подушки из квадратных внутренних элементов. Вот очень красивые переходы цвета, очень мне понравились, пожалуйста. Чем хороши такие чаты, что вы можете непосредственно у автора работы узнать все и про пряжу, и про метраж, и про все. А вот пример, когда вязали из центра, но большое полотно, состоящее из нескольких внутренних вложенных квадратов. Вот такая получается картинка. Это у нас вложенный квадрат. Ох, еще смотрите, какая красота. Да, класс. Конечно, цветочная геометрия, вот уже последнее сообщение, уже 12 рядов. Цветочная геометрия перевалила за 5000 участников. Спасибо вам большое. Это правда очень классный проект. Это классическая геометрическая мозаика. У нее есть несколько вариаций. В закрепленном сообщении вы найдете файл с 5, по-моему, разными схемами.
Выбирайте ту, которую вам больше нравится. Можно вязать и из центра, там есть схема и большого полотна, и отдельного квадрата, и по прямой, как захотите, пожалуйста. Вот как раз другая вариация из центра. Много было связано за это время уже и подушек, и пледов, и ковров больших, и ковров дорожек. Вот, пожалуйста, готово. Правда, классный, универсальный, хороший узор. Поэтому, если вы пока еще не пробовали, для новичков отлично подходит, хорошо запоминается сама схема, хорошо ложится на разную цветовую палитру и универсально вписывается в любой абсолютно интерьер. Так что, пожалуйста, пробуйте. Вот накидки на кресло, смотрите какие. Кот почему-то не очень рад, но нам нравится. В этом чате я готова быть часто, потому что всегда есть на что посмотреть. Всегда можно... Вот тоже что-то на диван. Всегда можно понаблюдать, как цвет ложится. Смотрите, какие переливы красивые. Это у нас цветочная геометрия. Что еще? Ну, конечно, кельты. Вот такой вот рисунок. Рисунок на самом деле это вот квадрат, и его можно опять же вязать и из центра, и по прямой. С вязанием из центра здесь нужно быть аккуратным, потому что немного в центре здесь линии искривляются, из-за этого рисунок может поползти, поэтому часто этот узор все-таки мы вяжем по прямой. Вот пример интересный, смотрите, подушки. Вот это как раз здесь затесалась фотографии с платного курса кельтского. Про него можно посмотреть всю информацию на моем сайте. А вот бесплатный элемент, вот смотрите, какая красота, прекрасно лег. Если вы любите такие вот завихрения, если вам интересно, вязать такое очень интересно, действительно. Так что милости просим. Такой вот кельтский проект. Дальше аргайлы. Аргайлы, конечно, да. По аргайлам тоже есть несколько разных схем. Классические аргайлы. Аргайлы это вот такой вот рисунок, когда у вас ромб наложен на ромб, то есть когда вот эти вот диагональные линии пересекают не классическим образом ромб, а как бы накладываются и проходят через центр его. Отсюда такой вот шотландский эффект. В закрепленном сообщении, как обычно, разные схемы. И можно по-разному их вязать, чередовать цвета. В общем, там тоже большой простор для экспериментов. Особенно, если какая-нибудь интересная пряжа. Был где-то у нас тут золотистый из дундеги вязали. Вот он, красавчик, смотрите, как здорово. Не очень сложная схема, очень клевая, отлично смотрится без всяких бордюров. Такой очень самодостаточный рисунок. Это чат Аргайл. Конечно, мозаичный зигзаг. Из работ, которые здесь представлены, потрясающий такой палантин. Это тоже мозаичное вязание крючком, просто оно идет по полотну зигзагообразному. То есть здесь нужно не только сам рисунок мозаичный вывязывать, но и не забывать про прибавки и убавки, чтобы образовался вот такой вот зигзаг. Вот, пожалуйста, пример пледа. Можно использовать остатки пряжи. Главное делать ярко выраженными вот эти вот разделительные линии. Иногда, если у вас совсем разные остатки пряжи, можно их вместе гармонично разместить. Если пограничные цвета вот этих полосок будут каким-нибудь, например, ярким одним цветом там, или белым цветом, он тогда немножко стабилизирует такое вот разноцветие. Работ здесь пока немного, но если вам интересны совместить форму и технику, то, пожалуйста, приходите в мозаичный зигзаг. Есть не мозаика, есть не мозаичное вязание крючком, а другие техники, например, морской ковер. Это отличная штука для того, чтобы утилизировать остатки. Само вязание очень несложное. За счет разной высоты столбиков мы получаем такую волну. Я думаю, что вы знаете этот узор.
Он известный, много где используется. То есть вот тут прям видно, что есть там столбики с 2 накидом, с 1 накидом, потом совсем без накида, потом соединительный и опять увеличивается. И за счет того, что вот это вот разная высота столбиков и расположены они не четко друг на другом, хотя можно и четко друг на другом расположить, тогда будет другой немножко рисунок, но в данном случае там, где в нижней такой полосе у нас высокие столбики, сверху короткие, и получается, что волна укладывается в другую волну, и мы получаем такой вот рисунок. Вот можно связать такой большой плед или коврик. Здесь вот вообще разные нитки использовали, трикотажная пряжа. В общем, если вам хочется отдохнуть от мозаичного вязания и попробовать на досуге что-то другое, то рекомендую вам такую очень простую технику, с помощью которой можно получить прекрасный результат. Еще из немозаики у нас есть Бавария. Не проходите, как говорится, мимо. Бавария – это пышное вязание, которое позволяет получить такое рельефное полотно. Меня, как правило, больше, чем на подушке в баварской технике не хватает, но можно связать из центра и по прямой прекрасные пледы и коврики, и даже можно вязать по кругу. Все ссылки, как обычно, вы найдете в закрепленном сообщении. Тоже очень известная техника, я люблю ее применять в интерьерном вязании, потому что это несложно. Опять же, можно поиграть цветом и получить интересные экземпляры. Вот, например, плед. Такое немножко чешуйчатое вязание, но очень симпатичное. Тоже рекомендую попробовать. Что у нас еще из немозаики? Из немозаики у нас еще есть жаккард. Многих привлекла вот эта вот подушка с ветками. Вот пример ее реализации. Тоже одно удовольствие вязать по кругу. Вот мой был вариант. А вот мы вязали как раз дорожку. Вот пример такой дорожки. Это обрывной жаккард. Вязать очень кайфово, можно получить такие вот интересные результаты. По сравнению с мозаикой, конечно, это очень гладкое полотно. Вот смотрите, например, коврик. Я вязала таким узором подушку, вот он же. Такое очень залипательное действие. Вот тоже, смотрите, геометрический. После мозаики вам может показаться, что это немножко сложновато, но все-таки жаккард позволяет делать некоторые вещи отличные от мозаики. Коврик, смотрите, какой, ух! В этом ковре, кстати, соединены 2 техники. И мозаика, вот бордюр связан, и центральный рисунок связан жаккардом. Конечно, у нас зима впереди, поэтому вам понадобится шапка обязательно. Ну, что такое шапка? Шапка – это самая простая шапка в мире. Я думаю, что вы не раз уже ее вязали, несколько лет мы ее уже вяжем. Она действительно универсальная, подходит всем. Носится хоть с отворотом, хоть без. Вязать можно практически из любой пряжи. Видите, тут опасно, конечно, вступать, потому что остановиться потом невозможно, и люди вяжут десятками. Я в свое время вязала именно так, очень много, и друзьям, и детям, и друзьям детей, всем. И вот как только чуть-чуть наступают холода, все пускаются вязать эти шапки бесконечно. Вот, поэтому, если вы спицами вязать, например, не умеете, или это вам долго, а хочется побыстрее, но при этом, как вы можете заметить, эта шапка имитирует спицевую резинку, то приходите, совсем несложно, все видео, все объяснения в этом чате есть. Ну и, конечно, никаких сложных здесь нету измерений, все, правда, очень просто. Чат называется «Шапка просто и быстро». Если вы обладаете начальными навыками вязания спицами, то приходите в чат, который называется тоже «Шапка быстро и просто», но здесь на аватарке вот такая вот крупная шапка, она связана с спицами. Какие-то, действительно, повторю, навыки должны быть, но правда она простая. Классическая резинка без всяких заморочек. Если вы готовы держать спицы в руках, то приходите сюда. Вафельные ромбы я бы посоветовала вязать всем, кто только знакомится с техникой, потому что, пожалуй, более увлекательного узора не найти. Ну, может быть, кроме цветочной геометрии, только она может еще потягаться. Почему называется вафельные ромбы? Потому что вот эти вот ромбы, они помещены в такую вот вафельную сетку.
Рисунок, правда, очень красивый, его часто используют в компоновке с другими узорами, он и самостоятельно прекрасно смотрится, и в паре с кем-то. Вот пример, когда применили этот узор на подушку. Вот небольшой ковер. Правда, классный очень узор, и очень легко запоминается схема. Поэтому начинайте, если вы еще не вяжете, можно с какого-нибудь небольшого образца, и потом обещаю вам, что оторваться будет очень сложно. Вот смотрите, какая красота. Итак, мы с вами посмотрели, я думаю, из десяток чатов точно. Я напоминаю, что их тут 25. Все они бесплатные, никакие из них не закрываются. Еще один чат Перу, это мозаичное вязание. Здесь есть разные схемы. Есть, например, вот такая, более крупный рисунок. Есть вот такой классический мотив. Пожалуйста, вы можете им связать плед или что-то поменьше. Вот, собственно, сама эта схема. Смотрите, как красиво, какая красивая инверсия, да, с заменой цвета от полоски к полоске. В любой из этих чатов вы можете присоединиться, вязать в свое удовольствие. О, как красиво. Вот этот коврик я не видела. Красиво лег узор. И всегда мы вам будем рады. Напомню, что все ссылки на все эти чаты вы найдете с помощью моего бота-помощника. Ссылку на бота-помощника я оставлю в описании к этому видео. Следуйте его инструкциям, и он вам выдаст все ссылки, вы подпишетесь и сможете, может быть, сначала смотреть за теми, кто вяжет, но потом у вас, наверное, уже появится творческий зуд, и вам уже захочется повязать самостоятельно. Вот, смотрите, целая интерьерная коллекция. Перуанский плед и к нему подушка, связанная диагональным узором. Ну что ж, на этой прекрасной картинке я тогда завершаю это видео. Я надеюсь, оно было вам полезным. Вы немножко узнали о рукодельной нашей вселенной. Пожалуйста, пройдите по этим чатам, посмотрите, что вам интересно. Не забудьте подписаться на канал, где я обычно анонсирую появление новых групп. Все они открыты, во всех этих группах мы вас ждем. Главное, чтобы у нас с вами было свободное время, чтобы все это вязать, и здоровье. Поэтому приятного вам вязания, будьте здоровы, и жду ваших комментариев. Расскажите, в каких чатах вы уже состоите, где еще нет, и где вы берете время, чтобы вязать в свое удовольствие. Спасибо, пока-пока.